Всем привет, мои друзья! Сегодня мы продолжаем обзор нашего нового Alcatel K6000+. Первым делом проверим самое интересное – нашу зарядку. Если не смотрел первый обзор, то посмотри, ссылка появится вверху. Как видите, телефон разряжен полностью. Видите, он не включается. Берем зарядку, вставляем в нее USB-тестер и подключим телефон заряжаться. Сбросим счетчик, чтобы видеть, сколько набрала миллиампер батарея. И соединяемся. Итак, смотрите, телефон стартует на 5 вольтах и на 1 ампере. Время у нас 18:14. Вот появился индикатор зарядки. Немного посмотрим видео. Сейчас я вам покажу переходы. Ток у нас поднялся до 1,8 ампера. Вот, смотрите. У нас перешла на 9,63 вольт через 3 минуты. И вот еще один переход на 10 вольт. Заряжается телефон от 10 вольт и 2 амперов. До 12 поднять не получилось. Прошло у нас 55 минут. Батарея набрала 2200 мАч. И 62% за час. А вот прошло час 34. Ток упал до 1 ампера. Датчик индикации стал на телефоне зелененький. И заряда набрано 100%. Так что производитель не обманул. Сказал, что за час 45 зарядится телефон от 0 до 100. Да, это правда, вот он зарядился. Ток упал полностью, но батарея набрала только 3700 мА. Оставлю еще немножко, и зарядка упала до 5 вольт, и ток на нулях. Батарея больше не набирает, а набрала она всего-то 3931 мАч. Я предположил, что это невозможно. И проблема все-таки в USB-тестере и 10 вольтах. И ставил от обычной зарядки 5 вольтовой, и батарея набрала все 6080 мА. Отлично, телефон действительно заряжается хорошо и имеет свои 6080 мАч. Дальше приступим к телефону. Настроил я отпечаток пальцев. Как видите, он отлично работает. Так выглядит рабочий стол. Он перекатывается. Это все настраивается. Давайте посмотрим сначала, что у нас делают боковые кнопки. С левой кнопки закрываются все приложения. Также можно перейти в настройку приложений Whitelist, пока не разобрался, что это. Здесь посмотрим настройки экрана, обои, виджеты и анимации. Это то, что я говорил. Переход между страницами рабочего стола. Еще немного настроек телефона. А также возможно использовать другую тему. Вот, например, от айфона. Нажимаем «Применить». И значки все айфоновские появились. Но это так, для тех, кому хочется чего-то новенького. А мы будем пользоваться обычной. Еще одна крутая настройка этого телефона — это возможность спрятать приложение без программ и рута. Смотрите, вот у нас куча приложений. Нажимаем на камеру.
И как видите, камера у нас пропала. Была она здесь. Поищем во всех приложениях, и там тоже ее нет. Восстановим все назад. И перетащим на экран обратно. Поехали дальше. В меню сверху у нас строка приложений, которые мы часто используем. Давайте зайдем в настройки. Начнем снизу. О телефоне. Модель K6000+, Android 7.0, 64 гигабайта внутренней памяти, 4 гигабайта оперативы, 5.5 Full HD экран с разрешением 1920 на 1080, камера 16,8 мегапикселей. А дальше обычное описание. Настройки можно скрывать по блокам, это тоже очень удобно. Также есть возможность быстрого перехода в блоки сбоку, это тоже очень удобно. Посмотрим про фишки телефона. Одна из функций One Hand Mode. Вот так он работает. Как видите, мы можем пользоваться одной рукой маленьким телефоном. Это очень удобно. Например, когда вы едете в машине, вам не придется использовать две руки, а всего лишь одну. Далее, это быстрые переходы на выключенном экране. То есть движения, которые быстро вызывают, например, камеру, музыку и так далее. Телефон на пароль, поэтому приложение откроется после разблокировки сразу. Дальше это у нас еще настройки на английском языке. Эту, которую я поставил, точно знаю. Это 3 пальцами делать скриншот. Мне нравится, очень удобная функция. Это настройки сенсорной кнопки. Также есть еще одна функция для быстрого доступа к приложению. Вот так она выглядит, своеобразное меню сбоку, может кому-то удобно пользоваться. Ну и последнее, это наш значок с меню, который вечно мешает. Отключить его вы сможете здесь. Пойдем дальше. Тут основные параметры, как и у всех. Это настройка отпечатка пальца. Также здесь настройка самого сенсора. Вот, например, я поставил кнопку назад, когда касаемся сенсора. Смотрите, прикасаемся, и он возвращается назад. Память всего 3,8 гигабайта оперативы, свободно еще 1,8. Это память самого телефона. Использовано 16 гигов и доступно всего 54. Батарея 30% осталось. Еще целых 10 часов, на 30% показывает. Тут приложения, их настройка и управление ими. Также во вкладке уведомления вы сможете управлять уведомлением всех этих приложений. Можно отключить уведомления любого приложения. Hot Knot – функция обмена данных с другим экраном. Также есть режим подсказок. Вначале он вам поможет настроить ваш телефон. Еще одна интересная функция – это Screen Record.
Нажимаем на эту кнопку и начинается запись самого экрана. На красную кнопку выключаем запись. Заходим в галерею. И в папке Screen Record лежит наша запись. Довольно-таки интересная вещь. Может когда-либо и понадобится. Давайте попробуем послушать музыку. Вот смотрите, динамик справа закрываем, и звук пропадает, так как динамик всего лишь один. Посмотрим камеры. Так примерно снимает задняя камера. Свои 16 мегапикселей она имеет, фокусируется хорошо. И передняя также снимает отлично. Дальше приступим к приложениям. Здесь показаны датчики телефона. И их тут маловато, всего лишь 4. Все датчики стабильно работают. Далее перейдем в Antutu. K6000 Plus набрал 42 743 балла. Это вполне нормально. Вот 3D, CPU, RAM. Каждого свои баллы. Проверим мультисенсорность экрана. 1, 2, 3, 4 и 5 пальцев. На 6-й уже не реагирует. По цветовым гаммам, думаю, вам будет не очень интересно. По рейтингу телефон не вошел в 50-ку, но я и не рассчитывал на это. И пройдемся немного по информации о нем. K6000 Plus, Android 7.0, процессор 6750T. Шестидесятичетырехбитный, 8 ядер, разгон до 1508 МГц. Камеры 15.9, 8.0, заряд батареи 30%, температура батареи и датчики. В общем, ничего интересного. Перейдем еще в Druid Info, тоже устройство почитаем. Тут у нас устройство, дисплей Full HD, процессор K6000 Plus. Как видите, все ядра у нас не активны, процессор только 2. Память OZU всего 3877, доступно 1680, внутренняя память 53. И так далее. Камер 15.9 основная. Возможны режимы съемки авто, макро, Infinity и так далее. Возможность записи видео в 4К. Также и наружная камера. Температуру у нас не определяет. Аккумулятор вот. И датчики 3, все стабильно работают. Далее я покажу вам, как пользоваться OTG кабелем. Берем обычную флешку.
один конец телефона, второй, и вставляем флешку в VTG кабель. Как видите, у нас флешка определилась. Вот наши все файлы с нее. Вынем ее назад и покажу вам еще одну интересную вещь. Некоторые говорят, что этот телефон не способен заряжать другие, но я вам докажу обратное. Вставляем USB кабель в OTG и в другой телефон. Как видите, зарядка у нас началась. 82% показывает. Зарядка идет. Вынимем кабель. Нет зарядки. Для того, чтобы вы не сказали, что это я от другого места зарядил, сейчас я вам скручу. Вот кабель на ваших глазах. Вставляем, и зарядка идет. Ну и осталось нам еще немного поиграть в игры. Зайдем в одну из популярных игр World of Tanks. Грузимся. Итак, начало боя. Игра работает отлично. Не подвисает. Все четко. Как видите, никаких висяков нету. Доиграем бой. Бой окончен. Мы победили, так как телефон наш не виснет. Отлично. Покажу вам еще одну игру. Игра такая с насыщенной картинкой и большой детализацией. Тоже сейчас прогружаемся. Картинка в некоторых случаях подвисает, но сама игра идет стабильно, без провисаний. Вот так у нас выглядит. Ну и еще поиграем немножко в Asphalt 8. Asphalt 8 уже немножко подвисает, когда идут очень много наложений, как видите, вот сейчас, например. Но в целом нормально играть можно, только надо научиться управлять машиной. Я не умею этого делать. Вполне играть можно. Вот такой получился полный обзор на телефон Alcatel K6000 Plus. Ссылки на телефон будут в описании. Спасибо вам за просмотр. Кому понравился обзор телефона, ставим лайк. И не забываем подписываться на мой канал. Всем пока!